Всмотритесь в ночное небо. Человечество гордо заявляет, что покорило космическую науку. Мы отправляем марсоходы, которые годами транслируют нам панорамы Красной планеты в высоком разрешении. Мы заглядываем в глубокое прошлое Вселенной с помощью орбитальных телескопов стоимостью в десятки миллиардов долларов, разглядывая галактики, находящиеся от нас в миллиардах световых лет. В 2015 году мы в деталях рассмотрели ледяные горы далекого Плутона, который находится на самом краю нашей системы в невообразимой космической глуши. Нам кажется, что мы знаем свой космический дом вдоль и поперек. Но что, если прямо сейчас на заднем дворе нашей системы, прямо под носом у нашего собственного Солнца, скрывается мир, о котором мы не знаем практически ничего, мир, который надежно спрятан в самой страшной, слепой и мертвой зоне нашей оптики? Познакомьтесь с Меркурием, первой, самой близкой к Солнцу и самой незаметной планетой нашей системы. В школьных учебниках астрономии ему обычно уделяют всего пару скучных абзацев. Нам показывают блеклую невзрачную фотографию серого шара, испещренного кратерами, и говорят: это Меркурий. Он маленький, сухой, похож на Луну, там очень жарко и скучно. И в этот самый момент нас совершенно нагло обманывают. Из-за этого ложного стереотипа миллионы людей даже не догадываются, что Меркурий — это, возможно, самая большая, пугающая и противоестественная аномалия в окрестностях Земли. Объект, который ломает все известные нам модели планетообразования и заставляет ведущих ученых в приватных беседах признавать: эта планета вообще не должна существовать. Задумайтесь над поразительным, шокирующим парадоксом. Мы лучше знаем ландшафт и геологию далекого ледяного Плутона, лететь до которого нужно долгие 9 лет, чем структуру Меркурия, который находится на расстоянии вытянутой руки. Почему на просторах интернета так мало реальных, четких цветных фотографий этой планеты в высоком разрешении? Почему крупнейшие космические агентства мира, готовые тратить триллионы на исследование Марса или Луны, за всю историю космонавтики отправили к Меркурию всего 2 космических зонда? Только вдумайтесь в эту цифру. 2 аппарата за 70 лет космической эры. Что это? Банальное пренебрежение, техническое бессилие или целенаправленная попытка не замечать то, что находится прямо перед нашими глазами? Правда, как всегда, гораздо сложнее и мрачнее. Меркурий скрывается в гравитационном и радиационном аду, который создает наше собственное Солнце. Попробуйте направить мощнейшие космические телескопы в сторону Меркурия, чтобы сделать красивый, детализированный снимок его поверхности. Вы никогда не увидите этих кадров. Почему? Потому что если эти сложнейшие оптические приборы повернутся в сторону Солнца хотя бы на долю секунды, колоссальный концентрированный поток солнечной радиации и тепла мгновенно сожжет многомиллионную электронику, расплавит зеркала и превратит гордость человеческой мысли в груду космического мусора. Меркурий идеально защищен своим грозным хозяином. Он вращается настолько близко к светилу, что для нашей земной оптики он почти всегда остается слепым пятном, призраком, растворенным в ослепительном солнечном сиянии. Все, что мы можем поймать с Земли, это крошечная, едва уловимая темная точка, которая раз в несколько лет медленно ползет по пылающему диску Солнца во время так называемого транзита. И то немногое, что нам все-таки удалось узнать об этом призраке благодаря редким героическим миссиям роботов, заставило астрофизиков схватиться за голову. Меркурий оказался не просто серой луной. Под его невзрачной, изрезанной шрамами корой прячется нечто, что больше похоже на остаток древнего колоссального мегасооружения, чем на естественную планету. Когда американская автоматическая станция «Мессенджер» в 2011 году наконец-то вышла на орбиту Меркурия и провела первые гравитационные измерения, ученые получили данные, в которые поначалу отказались верить. Оказалось, что Меркурий обладает противоестественно огромным, просто циклопическим железным ядром. У любой нормальной каменистой планеты, будь то Земля, Марс или Венера, ядро занимает лишь небольшую часть от общего объема, а основную массу составляет толстая, тяжелая каменная мантия. У нашей Земли ядро составляет около 17% от объема, но у Меркурия его жидкое бурлящее железное ядро занимает космические 85% от всего объема планеты. Меркурий — это не планета в привычном понимании этого слова.
Это гигантский массивный шар из расплавленного железа и никеля, обтянутый тончайшей хрупкой и невзрачной каменной кожурой. Словно кто-то взял ядро огромной планеты, которая должна была быть больше Земли, и абсолютно безжалостно содрал с нее всю внешнюю плоть, оставив этот оголенный металлический скелет остывать под яростными лучами звезды. Какая космическая катастрофа могла сотворить такое? Какой силы должен был быть удар, чтобы испарить или выбросить в пространство миллионы триллионов тонн твердой каменной породы, не разрушив при этом само железное сердце планеты? Но железное ядро — это лишь верхушка айсберга аномалий. Когда мессенджер заглянул в глубокие, вечно затененные кратеры на полюсах Меркурия, в те места, куда из-за геометрии орбиты никогда, миллиарды лет не проникает солнечный свет, приборы зафиксировали мощный чистый радиосигнал. Анализ спектра показал невероятное. Там, на планете, где дневная температура на поверхности легко достигает безумных 430 градусов Цельсия, что способно мгновенно расплавить свинец и цинк, в кратерах лежит чистый водяной лед. Миллиарды тонн древнего замерзшего водяного льда преспокойно лежат в абсолютной темноте всего в нескольких миллионах километров от бушующего термоядерного реактора Солнца. Это кажется абсолютным абсурдом, ментальным сбоем. Лед и ад существуют на одном и том же клочке космического пространства, разделенные лишь тонкой линией тени. И это рождает новые, еще более пугающие вопросы. Откуда на этом выжженном металлическом шаре взялась вода? Почему она не испарилась миллиарды лет назад под действием безжалостного солнечного ветра, который буквально сдувает с Меркурия любую атмосферу? Нам твердят, что Меркурий мертв и неинтересен, но чем глубже мы всматриваемся в данные, тем четче понимаем. Перед нами мир, который нарушает все правила. Мир, который хранит в себе следы древней, возможно, самой страшной катастрофы в истории Солнечной системы. И прямо сейчас этот железный монстр продолжает медленно сжиматься, покрываясь жуткими километровыми морщинами, будто он пытается спрятать свои тайны еще глубже, в раскаленные жидкие недра. Если невероятное железное сердце Меркурия заставляет планетологов переписывать теории эволюции планет, то динамика его движения вокруг Солнца способна окончательно сломать пространственное мышление любого обывателя. Нам с вами повезло жить на Земле, где астрономический ритм жизни прост и интуитивно понятен. Планета делает один оборот вокруг своей оси за 24 часа. Это наши сутки. А один круг вокруг Солнца занимает 365 дней. Это наш год. За это время мы успеваем встретить сотни рассветов и закатов. Мы привыкли к тому, что день и ночь сменяют друг друга с идеальной предсказуемой регулярностью. Но на Меркурии это базовое правило вселенского порядка превращается в изощренное издевательство над здравым смыслом. Здесь понятия «день», «ночь» и «год» перепутаны настолько сильно, что физический календарь планеты кажется фантазией безумного математика. Попробуйте представить мир, где один единственный день длится дольше, чем целый год. И это не метафора, а сухая астрономическая реальность Меркурия. Дело в том, что Меркурий вращается вокруг Солнца по самой вытянутой эксцентричной орбите во всей Солнечной системе, если не считать карликовые миры. В своей ближайшей к светилу точке, перигелии, он подходит к пылающей короне Солнца на расстояние всего в 46 миллионов километров. А в самой дальней Офелии удаляется почти на 70 миллионов. Из-за такой экстремальной космической траектории гравитация Солнца буквально держит Меркурий в мертвой удушающей петле. На планету действуют колоссальные приливные силы, которые на протяжении миллиардов лет тормозили ее вращение вокруг своей оси. В итоге Меркурий попал в уникальный гравитационный капкан, орбитальный резонанс, 3 к 2. Это значит, что пока планета делает ровно 3 оборота вокруг своей оси, она успевает дважды облететь вокруг Солнца. Один полный оборот Меркурия вокруг Солнца, то есть меркурианский год, длится всего 88 земных суток, а один оборот вокруг своей оси занимает около 59 земных суток.
Но самое безумное начинается, когда мы пытаемся посчитать солнечные сутки, то есть время от одного полудня до другого, за которое Солнце возвращается в ту же точку неба для наблюдателя на поверхности. Из-за сочетания быстрого движения по вытянутой орбите и медленного вращения вокруг оси солнечные сутки на Меркурии длятся 176 земных дней. Вдумайтесь в это. Местный год на Меркурии пролетает в 2 раза быстрее, чем проходят всего одни единственные меркурианские сутки. Вы можете отпраздновать на этой планете 2 новых года, но за это время Солнце успеет взойти и сесть всего 1 раз. Такой космический вальс рождает на поверхности Меркурия оптические иллюзии, которые не поддаются логике земного наблюдателя. Если бы вы могли высадиться на Меркурии и понаблюдать за движением нашего светила, вы бы увидели зрелище, от которого можно сойти с ума. В определенных точках планеты Солнце после рассвета начинает медленно подниматься к зениту, постепенно увеличиваясь в размерах. На меркурианском небе из-за близости к планете оно выглядит почти в 3 раза больше, чем на Земле, превращаясь в исполинский пылающий диск, занимающий огромную часть небосводного купола. Но в тот момент, когда Солнце почти достигает высшей точки неба, его движение внезапно останавливается. На Меркурии запускается так называемый эффект Иисуса Навина. На несколько земных дней гигантское светило замирает в зените, а затем начинает пятиться назад, двигаясь в обратную сторону, с востока на запад. Пройдя небольшой путь вспять, Солнце снова застывает, меняет направление и, наконец, продолжает свой привычный ход к закату. В некоторых регионах планеты этот гравитационный хаос приводит к феномену двойного рассвета. Солнце показывается из-за горизонта, ослепляя мертвую равнину, затем опускается обратно под горизонт, прячась в ночную тьму, и через некоторое время восходит во 2-й раз. Этот оптический балет – результат тончайшего баланса скоростей. Когда Меркурий подходит к перигелию, его орбитальная скорость падения вокруг Солнца становится настолько высокой, что она на время обгоняет скорость вращения планеты вокруг своей оси. Для наблюдателя на поверхности это выглядит так, будто вся Вселенная на мгновение повернула вспять. Но этот безумный танец светила оплачивается страшной ценой. Меркурий – это планета самых экстремальных температурных качелей во всей Солнечной системе. У него практически нет атмосферы. Тончайшая оболочка из атомов гелия, водорода, натрия и кислорода, которую ученые называют экзосферой, слишком разрежена. Она не способна удерживать тепло или сглаживать климат, как это делает плотное покрывало газов на Земле или Венере. На Меркурии нет ветра, нет облаков, нет погоды в нашем понимании, есть только абсолютный обнаженный контраст между светом и тьмой. Когда гигантское Солнце на протяжении 88 земных дней непрерывно выжигает одно полушарие планеты, Меркурий превращается в истинный филиал ада. Поверхность раскаляется до безумных 430 градусов Цельсия. В этом пекле легко плавятся целые озера из свинца, олова и цинка. Камни трескаются от колоссального термического напряжения, а древняя кора буквально закипает под безжалостным потоком солнечной радиации и жесткого рентгеновского излучения. Здесь нет ни единого шанса для выживания даже самых стойких органических соединений. Но стоит Солнцу медленно уйти за горизонт, как на Меркурии мгновенно наступает полярная космическая ночь, которая длится те же 88 дней. Без атмосферного щита все накопленное за день тепло моментально улетучивается в ледяную пустоту космоса. Температура на поверхности падает с космической скоростью, пробивая дно и опускаясь до минус 180, а в некоторых кратерах и до минус 190 градусов Цельсия. Всего за несколько меркурианских часов планета совершает температурный прыжок амплитудой более чем в 600 градусов. Ни один другой объект в нашей системе не испытывает столь чудовищных и резких термических ударов. Меркурий – это мир перманентного термического шока. Он буквально разрывается между абсолютным жаром и абсолютным холодом. Две противоположные стихии терзают этот маленький железный шар миллиарды лет, превращая его кору в хрупкую потрескавшуюся скорлупу. И именно этот вечный температурный кошмар скрывает на полюсах планеты ту самую загадку,
которая не дает покоя современным ученым. Как посреди этого бушующего температурного ада смогли выжить миллиарды тонн чистейшего водяного льда? Мы привыкли думать, что вода и лед — это исключительная привилегия внешних холодных регионов Солнечной системы. Нам кажется логичным, что лед должен находиться на ледяных лунах Юпитера и Сатурна, в поясе Койпера или на далеких кометах. Но обнаружение колоссальных запасов замерзшей воды на Меркурии в непосредственной близости от солнечной топки стало для науки эквивалентом обнаружения действующего ледника внутри доменной печи. Эта детективная история началась в начале 90-х годов, когда астрономы направили на Меркурий чашу гигантского радиотелескопа Аресиба в Пуэрто-Рико. Ученые провели радиолокацию планеты, посылая мощные радиоволны сквозь ослепительное сияние Солнца и фиксируя их отражение от меркурианской поверхности. Результаты ошеломили команду исследователей. С полярных регионов Меркурия вернулся невероятно чистый, высокополяризованный радиосигнал. Так отражать радиоволны на этих частотах мог только один материал – плотный, чистый, монолитный водяной лед. Земные приборы зафиксировали огромные ледяные поля прямо на полюсах планеты. Но окончательно этот парадокс был подтвержден лишь в 2012 году, когда американский зонд Messenger, работая на пределе своих технологических возможностей, сумел заглянуть в жерло полярных кратеров с помощью лазерного альтиметра и нейтронного спектрометра. Данные были однозначны. На Меркурии есть вода. И ее там не просто много, а чудовищно много. По оценкам ученых, в полярных склепах планеты скрывается от 100 миллиардов до триллиона тонн чистейшего льда. Этого объема хватит, чтобы полностью заполнить огромное водохранилище на Земле. Как такое возможно? Разгадка кроется в уникальной филигранной геометрии планеты. В отличие от Земли, ось вращения которой наклонена примерно на 23,5 градуса, из-за чего у нас меняются времена года, ось Меркурия наклонена к плоскости его орбиты практически идеально вертикально. Угол наклона составляет ничтожные 0,02 градуса. Это значит, что на Меркурии никогда не бывает смены сезонов, а Солнце на его полюсах всегда находится строго на линии горизонта, едва цепляя своими лучами края гигантских ударных кратеров. Глубокие чаши этих кратеров, оставшиеся от падения колоссальных астероидов миллиарды лет назад, превратились в зоны вечной непроглядной тьмы. Дно этих космических колодцев не видело солнечного света на протяжении 4 миллиардов лет. В этих регионах, которые астрофизики называют ловушками холода, царит вечный космический мороз в минус 190 градусов. Буквально в нескольких километрах выше, на кромке кратера, камни плавятся от невыносимого солнечного жара в 400 градусов, а на дне в абсолютной тишине и темноте миллиарды лет покоится нетронутый лед. Но открытие льда породило еще более глубокую и пугающую загадку. Вода – это летучее вещество. Меркурий обладает мизерной гравитацией и непрерывно бомбардируется мощнейшим солнечным ветром, потоком заряженных частиц, который должен был мгновенно разрушить молекулы воды и сдуть их в межпланетное пространство. Чтобы лед сохранился в таких объемах, он должен был появиться там либо относительно недавно по космическим меркам, либо его запасы постоянно чем-то пополняются из внутренних недр самой планеты. Более того, данные мессенджера показали, что большая часть меркурианского льда сверху покрыта загадочным, необычайно темным слоем неизвестного вещества. Этот слой имеет толщину в несколько десятков сантиметров и состоит из сложных, богатых углеродом органических соединений. Ученые оказались в тупике. Древняя органика и вода, базовые кирпичики для зарождения жизни, преспокойно лежат вместе на самой раскаленной планете нашей системы. Откуда они там взялись? Основная научная теория утверждает, что Меркурий на протяжении всей своей истории работал как гигантский космический улавливатель комет. Богатые льдом и органикой кометы и астероиды из внешних областей системы миллионами падали на Меркурий, притягиваемые колоссальной гравитацией близкого Солнца. При ударе вода испарялась, окутывая планету временной атмосферой, а затем те молекулы пара, которые случайно залетали в полярные зоны вечной тени, мгновенно замерзали на дне кратеров, попадая в вечную ледяную тюрьму. Но эта красивая теория оставляет без ответа главный неудобный вопрос. Почему человечество так упорно игнорирует этот уникальный мир?
Почему за всю историю космической эры к этой сокровищнице аномалий было отправлено всего 2 аппарата? Первый, Маринер-10, пролетел мимо планеты в середине 70-х годов, сумев сфотографировать лишь половину ее поверхности. Второй, Мессенджер, работал на орбите с 2011 по 2015 год и закончил свою жизнь, намеренно разбившись о меркурианские скалы, когда у него иссякли запасы топлива для маневрирования. Для сравнения, к Марсу человечество отправило более 50 миссий, к Луне — сотни, Венера изучалась десятками советских и американских зондов. Но Меркурий, хранящий в себе ответы на фундаментальные вопросы о зарождении органики и аномальном строении планетных ядер, остается на положении забытого космического изгоя. В кулуарах научного сообщества и среди независимых исследователей давно циркулирует гипотеза о заговоре тишины вокруг первой планеты. Нам говорят, что лететь к Меркурию слишком сложно и дорого с технической точки зрения. И это чистая правда. Чтобы затормозить аппарат у Меркурия, требуется потратить больше топлива, чем для полета за пределы всей Солнечной системы, потому что гравитация огромного Солнца постоянно затягивает корабль в свое смертоносное пике, разгоняя его до неуправляемых скоростей. Мессенджеру потребовалось 6 долгих лет, полных сложных гравитационных маневров вокруг Земли, Венеры и самого Меркурия, чтобы просто выйти на стабильную орбиту. Но многие считают, что дело не только в топливе и технологиях. Меркурий подозрительно детально проверяет на прочность общую теорию относительности Эйнштейна. Его орбита колеблется так, что это невозможно объяснить формулами Ньютона. Данные с Меркурия — это лакмусовая бумажка для нашей физики. И то, что ученые увидели на его поверхности, странные темные субстанции, километровые уступы, говорящие о том, что планета буквально сжимается и уменьшается в размерах, и противоестественное магнитное поле, смещенное далеко к северу от центра планеты, указывает на то, что Меркурий пережил нечто, о чем официальная наука предпочитает молчать, пока не будут получены новые неопровержимые доказательства. Человечество словно сознательно отводит взгляд от этого железного монстра, страшась того, что его подлинная история полностью разрушит нашу уютную и понятную модель космического порядка. Тот факт, что Меркурий представляет собой практически оголенное колоссальное железное ядро, обтянутое тонкой каменной скорлупой, заставил планетологов выдвинуть гипотезу, которая звучит как сценарий к научно-фантастическому фильму-катастрофе. В научных кругах эту планету все чаще называют неполноценным миром, а выжившим заложником, космическим огрызком или железным сердцем мертвого гиганта. Чтобы понять, как возник этот монументальный парадокс, нам необходимо перенестись на 4,5 миллиарда лет назад, в эпоху, когда наша Солнечная система была далека от того упорядоченного спокойного вида, который мы застали сегодня. В то первородное время пространство вокруг молодого яростного Солнца напоминало бушующий хаотичный ад. Орбиты протопланет еще не были стабильными. Планеты-гиганты вроде Юпитера и Сатурна мигрировали, устраивая настоящий гравитационный террор для внутренних каменистых миров. В этом пространстве на бешеной скорости летали сотни крупных космических зародышей, планетоземалей и протопланет, непрерывно сталкивающихся друг с другом. Динамические компьютерные модели показывают, что изначально Меркурий вовсе не был той крошечной невзрачной планетой, которую мы видим на схемах. Изначально Меркурий рождался как полноценная массивная суперземля. Он обладал колоссальной массой, превосходящей нынешнюю в несколько раз, глубокой, богатой силикатами каменной мантией, мощной первичной корой и, возможно, даже плотной атмосферой, бурлящей от парниковых газов, под которой раскинулись безбрежные океаны из жидкой магмы. Это был величественный многообещающий мир, имевший все шансы стать главным тяжеловесом во внутренней зоне Солнечной системы. Но законы ранней космической эволюции невероятно жестоки. Траектории молодых миров пересеклись в одной точке, и запустился необратимый сценарий межпланетного бильярда. В молодую суперземлю на колоссальной, невообразимой для человеческого разума скорости, более 50-60 км в секунду, врезался другой космический монстр. Этот залетный зародыш планеты по своим размерам был сопоставим с Марсом или даже с молодой Венерой. Столкновение произошло под косым скользящим углом, что привело к самым катастрофическим последствиям, какие только можно вообразить.
Энергия этого удара мгновенно превратила миллиарды триллионов тонн твердой каменной породы в раскаленный, светящийся силикатный пар. Произошел взрыв колоссальной мощности, который буквально сорвал, содрал и испарил внешнюю плоть Меркурия. Колоссальная ударная волна обогнула планету за считанные минуты, выбрасывая колоссальные фонтаны магмы и осколков коры в открытое космическое пространство. Пылающее облако из каменных обломков и испарившейся мантии образовало вокруг выжившего ядра временное кольцо, но близость молодого Солнца сыграла свою роковую роль. Мощнейший яростный солнечный ветер и колоссальное гравитационное притяжение звезды буквально выдули, слезали и рассеяли всю эту силикатную массу по просторам системы. Обломки древней мантии Меркурия навсегда исчезли в солнечной короне или были выброшены на дальние окраины. Однако тяжелое плотное железо, находившееся в самом центре растерзанной планеты, за счет колоссальной плотности и собственной гравитации сумело устоять. Огромные капли расплавленного металла под действием силы тяжести начали стремительно падать обратно к центру катастрофы, стягиваясь и сливаясь в единый колоссальный бурлящий шар. Меркурий потерял свою каменную оболочку, оставшись практически чистым металлическим остовом. Именно эта древняя трагедия объясняет, почему плотность Меркурия является аномально высокой. Она почти равна земной, несмотря на то, что по своим физическим размерам первая планета едва превышает нашу Луну. Если убрать с Земли всю кору и мантию, оставив лишь железное ядро, мы получим точную копию Меркурия. Но у этой классической теории мегаудара есть альтернативная гипотеза, которая кажется еще более изящной, глубокой и одновременно пугающей. Что если Меркурий никогда не был самостоятельной планетой, зародившейся на своей нынешней орбите? Математические расчеты вековых колебаний орбит показывают, что в глубоком прошлом первая планета могла быть гигантской луной Венеры. Взгляните на Венеру. Это вторая планета от Солнца, которую часто называют зловещим близнецом Земли из-за схожести размеров, массы и состава. Но у Венеры есть две фундаментальные аномалии, которые не дают покоя астрофизикам. Она вращается вокруг своей оси в обратную сторону. С востока на запад, в отличие от большинства других планет. И у нее абсолютно, совершенно нет естественных спутников. Даже у крошечного Марса есть спутники, а Венера гордо и странно одинока. Гипотеза сбежавшей Луны способна одним махом разрешить оба этих вековых ребуса. Согласно этой модели, на заре системы Меркурий был массивным спутником Венеры, вращавшимся по стабильной круговой орбите. Это была величественная двойная система каменистых миров. Однако, находясь слишком близко к гравитационному колодцу Солнца, эта система испытывала колоссальные приливные возмущения. На протяжении сотен миллионов лет Солнце медленно, но верно тянуло массивную Луну к себе, раскачивая ее орбиту и превращая ее из круговой в вытянутую эллиптическую. В конце концов наступил критический момент космической истории. Гравитационные силы Солнца превысили силу сцепления внутри системы Венера-Меркурий. Произошел колоссальный гравитационный разрыв. Солнце буквально вырвало Меркурий из объятий Венеры, украв ее главный спутник и превратив его в самостоятельную планету. В момент этого катастрофического разделения, когда огромная Луна улетала со своей орбиты, Венера испытала чудовищный крутящий момент. Колоссальный гравитационный удар, который буквально опрокинул ось вращения планеты на 180 градусов, заставив ее медленно крутиться в противоположную сторону. Меркурий же, получив мощнейший гравитационный пинок, был выброшен на свою нынешнюю безумную эксцентричную орбиту, прямо в солнечное пекло, где он был обречен на вечное выгорание в абсолютном одиночестве. Кем бы ни был Меркурий изначально, ободранный суперземлей или украденной Луной, его нынешнее состояние — это шрам от величайших войн планет, которые происходили на заре времен. Даже будучи обрубком из железа, Меркурий продолжает швырять в лицо ученым загадки, которые современная физика не может решить без скрипа в своих математических моделях. И самое главное, самое необъяснимое из этих загадок — это его магнитное поле. Чтобы понять всю глубину шока, который испытали астрофизики, нужно вспомнить, как устроена планетарная магнитосфера.
По всем классическим законам науки у Меркурия вообще не должно быть глобального магнитного поля. Чтобы у космического тела работал эффект так называемого геодинама, механизма, который генерирует магнитный щит, необходимы два обязательных условия. Во-первых, планета должна быстро вращаться вокруг своей оси, чтобы центробежные силы закручивали потоки жидкого металла в ее недрах в гигантские спирали. Во-вторых, внутреннее ядро должно быть жидким, горячим и испытывать мощную конвекцию. То есть горячие потоки железа должны подниматься вверх, а холодные опускаться вниз. Посмотрите на соседей Меркурия. Марс, аж планета покрупнее, вращается быстро, но его недра давно остыли, ядро затвердело, и Марс полностью потерял свое магнитное поле, превратившись в беззащитную пустыню. Венера и огромная горячая, но вращается крайне медленно, конвекции нет, и ее магнитное поле практически равно нулю. А теперь посмотрим на Меркурий. Он крошечный. Его масса в 18 раз меньше земной. По всем законам термодинамики такое маленькое тело должно было полностью остыть и промерзнуть до самого центра еще 3 миллиарда лет назад, превратив свое гигантское железное ядро в абсолютно монолитный, мертвый, холодный кусок твердого железа. Вдобавок к этому Меркурий вращается вокруг оси невероятно медленно, один оборот за долгие 59 земных суток. Никакой высокой скорости вращения, никакой конвекции жидкого вещества здесь быть не может по определению. Меркурий должен быть магнитно мертв. Но в марте 1974 года американский космический аппарат «Маринер-10», совершая свой первый ближний пролет мимо Меркурия, зафиксировал четкий, стабильный глобальный магнитный щит. Приборы сошли с ума. Датчики зафиксировали выраженную магнитосферу, которая уверенно отклоняла потоки солнечной плазмы. Поле оказалось слабым, всего около 1% от мощности магнитного поля Земли. Но сам факт его существования произвел эффект разорвавшейся бомбы. Это означало только одно – классические модели остывания планет не работают. Внутри этого маленького невзрачного шара железный океан до сих пор жив. Он каким-то чудом отказывается замерзать вопреки всем законам физики. Что поддерживает его в жидком состоянии миллиарды лет? Ученые вынуждены были изобретать новые теории. Одна из них гласит, что в железном ядре Меркурия растворено огромное количество легких примесей, например, серы. Сера резко снижает температуру плавления железа, позволяя ему оставаться жидким даже при относительно низких температурах. Но это лишь теоретическая заплатка на трещащей по швам модели. Более того, когда зонд Messenger в 2011 году провел детальное картографирование магнитных линий, обнаружился еще один противоестественный парадокс. Магнитное поле Меркурия оказалось невероятно странно асимметричным. Его магнитный экватор и центр генерации поля не совпадают с геометрическим центром планеты. Магнитный диполь смещен на север вдоль оси вращения на колоссальные 480 километров. Это почти 20% от общего радиуса планеты. Эта пугающая асимметрия приводит к тому, что южный полюс Меркурия оказывается практически полностью обнаженным и беззащитным перед лицом яростного Солнца. Магнитные силовые линии на юге расходятся в стороны, образуя гигантские воронки, через которые жесткий испепеляющий солнечный ветер беспрепятственно напрямую бьет по поверхности планеты. Солнечная плазма вгрызается в меркурианские скалы южного полушария с чудовищной силой. Эта радиационная бомбардировка буквально испаряет твердую породу, выбивая атомы тяжелых металлов – натрия, кальция, калия и магния – прямо из камня и выбрасывая их в космическое пространство. Из-за этого Меркурий выглядит в космосе не как обычная круглая планета, а как безумный гибрид астероида и кометы. Выбитые солнечным ветром атомы металлов под давлением солнечного света устремляются в сторону, противоположную светилу, формируя колоссальный призрачный светящийся хвост. Этот натриевый хвост простирается в космической пустоте на колоссальные 24 миллиона километров. Это в десятки раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Меркурий в буквальном смысле слова непрерывно истекает собственной материей, медленно испаряясь в космос и оставляя за собой светящийся шлейф, похожий на предсмертный крик планеты, зажатый в тисках своей звезды.
Осознав, что Меркурий — это не скучный кусок камня, а фундаментальный ключ к пониманию физики экстремальных состояний материи, человечество, наконец, решилось на отчаянный, невероятно сложный шаг. На протяжении десятилетий лучшие умы Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований создавали проект, который должен был раз и навсегда сорвать покров тайны с первой планеты. Так родилась миссия Бепи-Коломбо, самый дорогой, амбициозный и сложный технологический вызов в истории исследования внутренних областей нашей системы. Для обывателя полет к Меркурию кажется простой задачей. Планета находится относительно близко к Земле, достаточно просто запустить ракету в сторону Солнца, и гравитация светила сама притянет корабль к цели. Но в реальности космической навигации полет к Меркурию — это сущий ад, который требует гораздо больше энергетических затрат и топлива, чем полет на Плутон за пределы всей Солнечной системы. Проблема заключается в колоссальном гравитационном колодце нашего Солнца. Как только космический аппарат покидает орбиту Земли и направляется внутрь системы, гигантская гравитация звезды начинает стремительно затягивать корабль в свое смертоносное пике. Аппарат начинает безумно разгоняться, падая на Солнце. К моменту подлета к Меркурию скорость корабля становится настолько высокой, что он просто пролетит мимо планеты на бешеной скорости, не имея никакой возможности затормозить. Чтобы просто выйти на стабильную орбиту вокруг Меркурия, аппарату нужно погасить колоссальную скорость. Обычные химические ракетные двигатели здесь бесполезны. Для такого торможения потребовалось бы столько топлива, что ни одна ракета в мире не смогла бы даже оторвать такой корабль от Земли. Поэтому инженеры Бепи-Коломбо пошли на беспрецедентный шаг. Космический поезд представляет собой сложнейшую конструкцию, оснащенную уникальными ионными двигателями, которые работают на ксеноне. Эти двигатели создают слабую, но непрерывную тягу на протяжении тысяч часов, буквально миллиметр за миллиметром сопротивляясь притяжению Солнца и гася скорость падения. Траектория Бепи-Коломбо — это шедевр высшей космической математики. Чтобы выйти на орбиту Меркурия, кораблю нужно совершить целых 9 гравитационных маневров на протяжении долгих 7 лет. Он сделал один пролет мимо Земли, 2 сложнейших пролета в густой атмосфере Венеры и целых 6 близких пролетов над раскаленными скалами самого Меркурия. Каждый такой пролет — это ювелирная работа, где ошибка в расчете траектории хотя бы на несколько метров означает либо мгновенное падение на Солнце и испарение аппарата, либо его вечный улет в ледяную пустоту космоса. Но гравитация вам — это лишь половина беды. Вторая проблема — это чудовищная испепеляющая термическая радиация. У Меркурия космический аппарат оказывается в условиях, где поток солнечной энергии в 10 раз превышает тот, что мы получаем на Земле. Бепи-Коломбо летит в условиях непрерывного термического шока. Чтобы электроника не расплавилась в первые же секунды, инженеры разработали уникальные многослойные теплозащитные одеяла. Они состоят из чередующихся слоев космической керамики, титановой фольги и специальных полимеров, способных без повреждений выдерживать прямые удары тепла до 450 градусов Цельсия. Сам космический поезд состоит из 2 отдельных орбитальных зондов, которые летят плотно прижавшись друг к другу под защитой огромного солнцезащитного щита. Первый зонд, МПО, принадлежит Европе. Он одет в сверкающие радиационные костюмы, предназначен для изучения поверхности и глубинного строения планеты. Второй ММО, созданный в Японии и ласково названный МИО, предназначен для исследования того самого аномального магнитного поля и натриевого хвоста. На протяжении всего полета МИО будет бешено вращаться вокруг своей оси со скоростью 15 оборотов в минуту, чтобы равномерно распределять солнечное тепло по своему корпусу и не дать одной из сторон перегреться и сгореть. Прямо сейчас этот титановый вестник человечества завершает свои финальные витки по спирали вокруг Солнца. Бепи-Коломбо выходит на финишную прямую. Космический поезд разделится, сбросит солнцезащитный щит, и оба зонда займут свои расчетные орбиты. Ученые на Земле замерли в ожидании. Приборы Бепи-Коломбо способны заглянуть внутрь полярных кратеров с разрешением до нескольких сантиметров. Они просветят лазерами и радарами темные органические субстанции, лежащие на водяном льду, измерят точные флуктуации гравитационного поля ядра и, наконец-то, ответят на вопрос,
Что за катастрофа сделала Меркурий таким? Мы стоим на пороге величайшего научного разоблачения. Вся история Меркурия — это величественный, трагический и одновременно прекрасный космический памятник стойкости и абсолютному разрушению. Этот маленький мир, безжалостно зажатый в гравитационных тисках нашей родной звезды, подвергающийся ежесекундной деструкции радиацией, умудряется миллиарды лет хранить в себе тайны, которые способны перевернуть наши фундаментальные представления о законах Вселенной. Пока современное человечество строит амбициозные планы по колонизации Марса, спорит о добыче гелия-3 на Луне и отправляет редкие зонды к далеким газовым гигантам, Меркурий продолжает свою тихую, глубоко драматическую эволюцию прямо под носом у нашего ослепленного оптического оборудования. И последние данные, собранные на стыке возможностей земной науки, открыли человечеству еще один потрясающий, почти пугающий факт. Меркурий медленно умирает, сжимаясь внутрь себя. Его колоссальное доминирующее железное ядро на протяжении 4,5 миллиардов лет постепенно отдает свое внутреннее тепло сквозь тонкую каменную мантию в ледяную пустоту космоса. Но по законам термодинамики остывающее жидкое железо начинает кристаллизоваться и неизбежно уменьшаться в своем объеме. И этот процесс кристаллизации ядра рождает тектонический кошмар на поверхности планеты. Хрупкая твердая каменная кора Меркурия не может просто так уменьшиться вслед за ядром. Она начинает трещать по швам, ломаться, наползать сама на себя и собираться в чудовищные складки. Когда ученые получили полные карты рельефа, они увидели, что вся поверхность Меркурия испещрена колоссальными обрывами и уступами, так называемыми эскарпами. Эти тектонические шрамы имеют высоту в 2-3 километра и тянутся по мертвой пустыне на сотни и тысячи километров. Планета буквально складывается внутрь себя, как старое засыхающее яблоко. Меркурий уменьшился в своем диаметре по меньшей мере на 14 километров с момента своего рождения, и этот процесс продолжается прямо сейчас. На планете до сих пор происходят мощнейшие меркурий-трясения, когда огромные пласты скал с грохотом срываются вниз в абсолютной вакуумной тишине, обнажая глубокие блестящие жилы чистых металлов. Меркурий Фам — это мир истинного рафинированного безумия и абсолютных физических крайностей. Это уникальное место во Вселенной, где на одном и том же крошечном клочке пространства уживаются кипящий ад, способный плавить металлы, и вечный ледяной космический склеп, хранящий миллиарды тонн воды и сложные органические соединения, предвестники жизни. Это планета, где один день длится в 2 раза дольше года, а исполинское солнце умеет останавливаться в зените и ходить вспять, заставляя реальность ломаться на глазах наблюдателя. Это оголенный металлический скелет некогда великой суперземли, который каждый день напоминает нам о том, насколько жестоким, непредсказуемым и хаотичным может быть наш общий космический дом. Когда миссия Бепи-Коломбо пришлет свои первые полноценные научные отчеты, когда японские и европейские датчики проанализируют состав полярного льда и структуру магнитного диполя, мы, наконец, поймем одну простую истину. Мертвые, скучные и неинтересные планеты бывают только на страницах старых, пыльных школьных учебников, написанных людьми, которые боялись заглянуть за горизонт. Каждый объект в нашей Солнечной системе — это живой, пульсирующий, глубокий детектив, полный драмы и планетарных катастроф. И Меркурий, веками прячущийся в слепой и мертвой зоне нашего собственного светила, только начинает приоткрывать человечеству свое истинное, невероятное и пугающее лицо. Лицо железного монстра, который пережил первородный хаос, выдержал испепеляющий гнев звезды и остался существовать вопреки всем законам космоса. И истинное исследование этого удивительного мира только начинается. Мы готовы сорвать завесу солнечной тишины,